Ребята, всем привет! Наверное, ветер опять сильный. Да? Ну что, други, привет! Вот и батька появился. Тебя не видно? А? Да. Приехали мы попытаться найти червячков. Ребят, на улице, вот сегодня мы поехали, 25 градусов, мороз. Червячок. Червячок. О, найдем, значит. Сейчас, Давай. погоди. Контейнер открой. Вот, ребята, у нас тут в поселке у колхоза такая вот, они сбрасывают тут Зерноотходы. зерноотходы, да, и они начинают преть. И вот видите, зимой, Всю зиму. да, мороз 25 градусов, от земли парит, от этого овса. Вот он парной. Вот я на червя, последнюю рыбалку видели, вот я на червя всю, кто следит за каналом, тот видел. Всю рыбалку ловил на червя. Так что без червя здесь делать нечего. Вот червь. Ага. А так как нас сегодня двое, нам надо червей вдвойне больше. Сейчас уже 23 бортовик показывает, я поехал и пошел Да, снежок. Как-то мы отважились сегодня ехать. Мороз. Мороз сильный. Ну, взяли палатки, будем сидеть в палатке. Без палатки сегодня никуда. Да, что-то тут неважно. Так, ребят, все, у меня руки подзастыли. Помогаю тоже копать червей. Все. Ну что, друзья? Ой, друзья, пока копали червей, Ай. застыли все, в машину пришли вот погреться. Руки стынут. Ну, червячками нам повезло. Червей мы накопали, да? Надыбали одно местечко, там хорошо, больно попало. С червями, вот как порыбачить удастся. Ну, в палатке так, я думаю, ничего, посидим. Да. За бортом 23,5 сейчас кажет. Да, ну, как бы 20,5. снежок пошел. Мы выехали, было 24 с лишним. Сейчас вот градус уже убавился. Вернее, повысилась на градус температура. Ну, ребята, мне в тот раз понравилось ловить. Рыбалка на поплавочную удочку зимой. Это очень хорошая уловистая снасть. Рыбка, сами видели, только маленькая. Была бы покачественнее рыбка, покрупнее. Было бы намного все серьезнее. Ну, там вот где ловят, а там и езенки, и голавлики есть, и все. Мы помнишь, с тобой где-то года два Да. назад там наткнулись. Там, Вот хорошо. почему-то никак не можем на канал-то показать рыбалку-то хорошую. Все никак не получается. Ну, я думаю, что впереди еще наша рыбалка, Всё которую впереди, мы ребята. покажем. Мороз на улице, те потемки, едем куда едем, но мы знаем, куда едем. Да. Так что, ребята, порыбачим. А где-нибудь февраль, март месяц в планах уже на вятку, комбайны. То есть там комбайны, что там, коромысло, там за лещом поедем. Да почему? Мне кажется, и после Нового года уже поедем на вятку или еще. Так нет, поехать-то поедем, ну да, и комбайны уже можно ставить, конечно, на вятке-то. Ну, глухозимье уже. Январь. Как-то у нас не по путю, ребята, встал нынче лед, все это, на щуку мы не порыбачили по путю, по перволетке Да. не дало у нас. Все, машина едет какая-то впереди, он на место нам уступать. Все, ребят, встретимся на реке. Все, мы погнали. Да. Ну вот, други, прибыли мы на место. Снег пошел, значит отпрянет, правда. Решили чайку попить. Еще как бы темновато.
8 часов, 9 час. Посмотрите, какое. Еще темно. Ну, сейчас время будет прибывать. Все уже солнцестояние как бы поменяется. Настрой боевой. Сейчас в палаточке сядем, просверлимся. Главное, червячки у нас живые и активные. Посмотрел я новую эту приманочку, такую жидкость навел, не знаю, испробовал. Говорят, вообще панацея. Ну, может правда, может нет, сейчас испытаем. В общем, если все будет хорошо, расскажу ингредиенты. Ну что, пьем чай, идем. Ребята, на улице жуткая метель. Палатку всю трясет. Мелкий снег стеной. Наверное, ребята, мы зря приехали. Закормочные мы сделали. Приманку опустили. Вот О, ребята! Вот первая поклевочка. Первая поклевка. Ну, в палатке лунка, вот сейчас нагрел, лунка не замерзает. В палатку залез я вот буквально, ну сколько прошло, минуты 3-4. А в палатке уже комфортно. Снег подтаял, около 0. Может чуть поменьше. Да, первую поклевочку я сейчас высмотрел. Ой, у меня еще окно открыто. Блин, думаю, что-то ветер, снег откуда-то падает. Сейчас закрою еще окно, и бот вообще тут шикардос, ребятки. Поклевочка была, поклевочка профукал. Ну ничего, ловим. Да, погода, конечно, отвратительная, ребят. Вот она. Вот она. Вот смотрите, ребята. Латвичка на верхний крючок. Друзья, все то же самое, как в прошлой рыбалке. Зимняя снасть поплавковая.
Два отводных крючка. Ну, оснастку в предыдущем ролике посмотрите, кому интересно. Точно такая же. На поплавок. Да, вот так, но закрыл и заметно стало теплее сразу. О, так и потеплело, ребят, и на душе, и телом. О, уже от 0 ушел. Буквально только сел. Может, что-то и за день поклюет. Вот, ребята, уже на нижний. Уже на нижний крючочек. Утычка. Внизу грузила. Ребята, два отводных поводочка. Поплавок наверху. Не знаю, ребят, видно, не видно. У меня тут такой туман стоит в палатке. Вот видите, поклевочка. Вот, не успел. Палатки вообще потеплее, ребят, стало. Отлично. Но вот пяток рыбин вытащил. И все. Как обрезал, видимо, стайкой подходят. И потом выходят и перестают клевать. Вот какая-то подошла, теребит. Сорожка опять не крупная. С папой сейчас ехали, вспоминали. Два-три года назад мы тут наткнулись на больших ельцов, на хороших, и на подъязках. Вот на такую же поплавочную удочку. И даже скрутка была, ну, пока довольно неплохая лёдка, отрывала даже крючки. Вот такая рыбина, невозможно было поднять от воды. Подвязки были хорошие. Нет, не могу подсечь. Но погода, правда, дрянь. Мы одни на реке, двое, никого, рыбаков не приехал. Никто из рыбаков. Мы на реке вдвоем. Две палатки и все. Сейчас выглянул. Стена снега. Ничего не видно в 2 метрах. И силуэт далеко палатки папина. Вот, ребят. Погода, конечно. Да. Ну, как у нас парни говорят, что сама сорожья погода. Вот в такой метель, в такую дрянь она, в принципе, ходит, питается, кормится. Забыл тогда, когда мы в Кострому не попали с папой, я вам рассказывал в предыдущем ролике, что не попали мы в Кострому с папой, забуксовали. Забыл я привет передать и благодарность. Плюснин Роман, спасибо тебе большое за то, что ты откликнулся, приехал, настроил машину. Без тебя бы нам пришлось бы туго там. Рома, спасибо большое. Если ты смотришь, привет тебе.
канала на Вятской земле. И большая благодарность от нас с папой. Да, видимо, какая-то мелочь, ребят, подходит, дернет пару раз и отбегает. Стойких поклевок нет хороших. Ладненько, будем насаживать нового червячка свежего. Черви отличные, свежие. Дендробены такие мелкие, само то, на некрупную сорожку. Да и крупная подойдет, так она возьмет. Так, ладно, насаживаем червя. О, этот вот елец. Ребята, хороший елец попался. Вот такой вот, ребят, ельчик, ладошечник, но уже приятно. Хорошо. Так что, ребята, времени вот уже... Оп! Нельзя отвлечься. Как плотвичка. Времени, друзья, уже 11 часов без 10. Вот вам и погода. Погода на улице дрянь, палатку всю качает, снегопад. А рыба-то клюет, ребят. О, видите? Нельзя. Хотел поговорить, нельзя поговорить. Рыбка клюет, клюет елец, клюет плотва. В 8 приехали, время 11. Вот у меня одна удочка у меня на поплавок, вторая у меня просто обычная мормышка с кивком. Таскает. Вот мелочь какая-то. Вот, ребят, посмотрите, сейчас покажу с руками. Посмотрите. Вот такая вот рыбка поклевала. Сейчас, не знаю, дойду, наверное, до папы, узнаю, как он половил, как у него дела. Перекусим. И тогда уже
продолжим нашу ловлю. Ну а пока ничего, клюет рыбка. Так что, ребят, будем ловить. Вот такой парадокс. Погода плохая, а рыба клюет. Че, друзья, пойдемте посмотрим, что там Федор сделал. О, ребята! Тут-то, ой, холодина какая. А. О. А нет, снег-то поуспокоился. Мелкий совсем какой-то. Идет, а ветер-то морозный слышно, да, из палатки-то выходишь. Ой, щеки сразу мерзают. Ну-ка, показывай мне себя. В дырочку заглянуть к вам. Свою морду могу показать. Ну-ка, что? О, сорожки, подъязочек, да? Да, маленький подъязочек, сорожонки. Ой, гадство. Но у меня рыбка покрупнее. Ты начал ловишь. Так все начали. Ты на кашу хотел? Только на кашу ловил. Плохую сделал. Она не сидит. На крючке они пару раз клюнут и сдернут. Подсечки нету. Подсечка и нету. Че, выходим, мне кажется, чайку попьем. Да и тогда уж и продолжим. Или что ты, холодно? Ну давай тогда попозже. Ну давай попозже-то. У меня же, смотри. А? У меня молния-то хреновая. А, Не затягивается, у меня холодно. слушай, так у тебя тут правда дубак, у меня-то там тепло. Слушай, ты это, с чайку захочешь, так приходи вдвоем палатку, вон у меня сядем. Ну так что? Давай этот, Что, на одну дырку-то ловишь? на две. Я на одну, на это, ну, на поплавок, вторую на кивок, на эту. А я приспособился, вот смотри. Ну, Большая мормышка. а, И на игру. Так, как даст. ага, ну, давай. Ой, не, правда, холодно. Давай, приходи. Ой, нет, ребята. Ветер студеный сразу замораживает. О, у меня уже все. Лицо свело. Ветер жуткий. Жуткий, нет, я обратно в дом. Там красота какая. О, не-не-не, ребята. О, а тут-то тепло. Вот так вот у меня стоят две удочки. Одна, видите, вот поплавковая, другая просто обычный кивок. Вот моя рыбка улов. О, ловим дальше. Папа захочет чайку, придет и попьем здесь вместе в палатке. Все, ловим дальше, ребят. О, друзья, камера на морозе садится моментально. Опа-на. Опа. На морозе камера садится моментально. Так что, ребят, одна камера у меня уже села. И одна камера, одна батарейка. Сейчас осталась еще одна камера GoPro. Если она сядет, то у нас уже все, ребят. Ветер поднялся жуткий. Палатку качает, и в палатке начал выстывать. И вот я что-то, ребят, даже в палатке подзастыл. Подзамерз. Ай, капитально. Ну ничего. Будем ловить дальше. О, видите, ребят, дикие поклевки. Подсечь не могу. Похоже, опять мелочь подошла. Похоже, мелочевка.
Клевать клюет, а не подсекается. Без палатки, ребят, в такую погоду даже думать нечего. Давно бы уже застыли и уехали домой. Палатка, конечно, это сказочная помощь рыбаку зимой. Батарейка садится на глазах. Включил, было 100%. Прошло минут 5, уже 40. На морозе батарейки терпят плохо. Надо еще закупать батареек. Комплект целый. Потому что вот все-таки я ее вымучил. Вот такая неплохая плотвичка. Видите, друзья. Такая хорошая. Ух ты, куда? Блин, не могу удержать, сколь сильные, а? Рубины. Ой, на одном крючке уже все, червя менять надо. Так, ребят, все, я выключаюсь. Меняю крючка и включимся уже на подведении итогов. Папа сейчас крикнул, что опять подъялочкой поймал хорошего. Ну как хорошего? По нашим меркам хорошего. Понятно, что кто-то такую рыбу и за рыбу-то не считает. Но у нас не всегда бывает, что ловим монстров. Бывает, что и вот такую, ну такую вот, ребят, сорожку, плотвичку, подъязочков, ельчиков. Просто шикарно на сковородочку пожарить. Отлично. Пережаривается, все косточки посильнее пожарить. Просто чудесная рыбка. Мы вот семьей, вся семья любит. Едим. Очень вкусно. Да, ребята, не май месяц. Это точно. Я что-то подзадубел, походил немножко, побегал. И вот палатку сюда, к Антону. Да. Холодно. Рыбка опять эта мелочь клюет. Ничего доброго. Рыбка маленькая, все. Ну, сейчас понижаться температура будет. Даст Бог, может. Понижаться, повышаться, сказал. Да, повышаться. Даст Бог, может, тепленько будет. Ну, чтоб время было. Друзья, не знаю, увидимся, не увидимся мы уже до Нового года. Всех с наступающим Новым годом, с Рождеством Святым. Конечно. Счастья, любви, достатка. Пусть у всех будет все хорошо. Да. Хороший тост. Пусть все будут здоровы. Пусть Новый год будет лучше старого. О, клюет. Так я вижу, что клюет, да что. Ну, кто там клюет-то так? Да чё, мелочь такая. Вот она побольше пробежит, вот елец пробежал, он сразу хлоп и все. Да. Ну, сразу мое. Ой, чай с лимончиком. Горячий. Отлично. На морозе. Согревает. Чуть-чуть пошевеливает. Ну что, тепло тут? Ночевка. Ну, у тебя потеплее, да. У меня там молния посломалась в одном месте.
Хотя у тебя эта палатка-то поменьше, должно быть теплее еще быть. Ну, так молния сломалась снизу. Ага. Там дырочка внизу. Поддувает в нее, да? Да. Видимо, холодный заходит. А, вон ты что сломал. Видимо, заходит Ножку холодный отломил. воздух. Почему сломал-то? Она посадится. Так я понимаю. Мгм. Да, сколько же ее тут этой мелочи стоит. А покрупнее почему не заходит? Вот малома, грань течения и речки. И с малома должна рыба как хорошая заходить. Видимо, не ход, не клев. Ну, как бы думали, что этот мороз-то получше будет. Нет, получше не будет. В мороз обычно окунь клюет хорошо. Но у нас сегодня не получился ясный-то день. Видишь, такая, Мгм. видишь, дуль такая. Да, снег пошел. Снег пошел, снегопад, метель какая-то. Ветер А сейчас сильный. затянуло, все, снег прекратился. А, прекратился, да, Мгм. пошел? Затянуло, но ветер студеный все равно. Никак на камеру не хочет попасться. Ну ты поймал на камеру-то? Ну сколько ты поймал? Да, рыбка в основном не крупная, ладошка. Сорожка Да. такая. Пяток, наверное, ельчиков. Небольшой подъязок. Основного плотва. Нет, мелочевка, не хочет она. Или вяло клюет. Может, обед так уже, она поднаелась. Может быть. Плохо уже поклевывает. Время, ребят, 1 час. Скоро завершать. Ух ты. Нет? Как она потащила. Серьезно. У меня сегодня выходной, папе на работу. Так что надо сваливать отсюда пораньше. Да. Душу отвели. Теплето задремал. Душу отвели. Да нет, неплохо. Порыбачили. Килограмм-то я, наверное, половил, да, около. Может, ты столько же. Да. И опять на жареху наловили. Слава богу. Ну, Нам ведь главное порыбачить. да, нам главное померзнуть, помучиться. Хозяин собаку не выгонит на улице. А мы на рыбалку. Тоже мы рыбаки. Думал, да еще сегодня. Устал, думаю, куда мы нафиг вчера 25 было. Ну ты слушай тоже, вот сколько мы поймали на жарешку, или дома лежать на диване. Тоже... Ну так оно так-то так, конечно. Да что такое-то? Конечно. Это-то однозначно. Рыбы непростые, а так все хорошо. Свежий воздух. Сегодня в баньку, Да. веничек, попариться, и все будет отлично. Приеду на работку схожу, потом в баньку, и все. Ноги немножко, носки, пальцы начали подмерзать что-то. Ну у тебя еще там подвязки-то клевали, так ты давай еще, ну минут 40-то ловим тогда. И Что ты меня выгоняешь? там мне не жалко, сиди, да кутята там, может уже, Ага, там собрались. может у тебя там лещ уже клюет. Ага. Исключительно один лещ. Вон там. Ну, ты не давай ей свободу, ты не давай. Ты продолжай играть, она тюкает, а ты продолжай играть, и она цепнется. Это ничего не остается, как захватить. Не останавливайся, пусть тюкает. Ладно. Захочет и так съест. Мелка сорожка. У меня червячки. Хорошая бы сорожка. О, поплавок. У меня червячки закончились. О, там видишь, что подразнил немножко. Там как активно. Что ты стало. тут как? Ты чё? Ну что, она просто одевается. Вот, бабушки, вот тут А? дырочка.
вроде, конечно, можно и сломать. Ну, все, делай. Да вроде... Всё. Ух, как там яро. Что-то там. То-то там, мелочь какая-то таскать, то-то. Кто-то там. Ну что, давай тогда выгоняй. Давай мне червячков. У меня черви закончил. А без червя гад что-то не клюет. Ты на безмотылку-то, кстати, пробовал? Пробовал без мотылка, не? Хватит? А ты что, мне мусор один насыпал? Черви-то где? Ну, найду. Ладно. Ну что, значит мне идти продолжать. Давай еще часик. Ой, ну, сын, старика выгоняет из тепла. Иди, говорит, рыбач, нечего сидеть. Пошел я, рыбач, нечего сидеть. Давай, не прибедняйся, иди да сиди. Иди давай, старик, отсюда. Ах, пошел я. Ящичек мой, отдайте. Да, у тебя намного теплее. Давай, закрывай. Давай часик и командуй там домой. Холода напустил тут старик. Ё-моё. Все, ребят, ловим. Дальше последний час у нас остался и, увы, домой. Друзья, ну подводя итоги, вот такая у нас получилась рыбалка. Вот такая у нас получилась пойманная рыба. Килограмма 4 мы в общей сложности, наверное, поймали. Ну 4, не 4, но 3 точно. Вот такая вот, ребят, рыбка. Отличный улов. По мне так просто прекрасно сегодня. Ой, на улице, ребят, не отпрянуло. Вообще дубак. Все, собираемся, едем домой. Времени час. Все, ребята, ну вот и закончилась наша рыбалка. Да, времени 1:30. Едем обратно. Ой, да. Ребят, мороз, конечно, не отступил. Экстремально рыбалка, так скажем. Ну, терпимо. Сейчас вот так вообще хорошо стало. Ну, сейчас машина прогрелась, посидели, немножко Всё. чайку допили. Лицо горит, руки горят. Ноги вот у меня подзастыли, ноги кончики отходить пальцев. начинают, да. Да, а без палатки вообще нереально. Такой там, как бы, ветер-то такой, ну целенаправленный. На проход, такой, там чисто место и на проход прям. По маломе прямо прет такой ветрище. Сильно одетый, подувает насквозь до нитки. Да в палатке нормально. В палатке терпимо. У меня так вообще терпимо. Ветром не хватает, да как бы вот без рукавиц ловили, сидели, я не одевал рукавицы. Ты одевал? Нет, палатки не одевал ни В разу. палатке ни разу тоже не одевал рукавицы. Вот вышли тут, палатку сматывали, да все это так вот тут. Клевало исключительно на червя. Ну, манку сделал я вчера. Но что-то она у меня неудачная. Я придумал, что-то попало на глаза мне сухое молоко. Добавил туда сухого молока, видимо, вот это вот я и Зря. испортил. Она рассыпается. Манка-то. Вот, отпускаешь на дно, ставишь на стационаре удочку. Сразу такой, ну, активный такой клев начинается. Подсекаешь, все, отпускаешь снова, там уж нет ничего на крючке. Вытаскиваешь, там все сдернулось. Она моментально раскисает, размокает. Я пробовал тоже на кашу, не понравилось. А клюет хорошо. Половили бы, если бы вот я не додумался это молоко. А думаю, пусть пылит она. На червячках хорошо, червей еще и осталось. Так что не все использовали. Да, я выкормил. А, ты в лунку? Я в лунку. А я в лунку отпустил. Там немного у меня осталось. Опустил в лунку всех. Что, накопаем надо будет. Ну что, ребят, по рыбалке отлично. Мне Ну как, ну понравилось. отдохнули так, все. На жареху, на хорошую поймали опять. Время провели с пользой, пообщались. Свежим воздухом подышали. Отметились.
Ну вот я не знаю теперь уж, как Да. я и сказал, до Нового года видимся, не видимся. Скорее уже, наверное, нет. Так что, Опять ролик сняли. Ну, до Нового года, я думаю, да. да, ребят, Не вот у увидимся. меня брат приедет, может, ну пока еще неизвестно, говорить не буду, но он собирался, Егорка приедет. Да, На кто канале вы летом видели видели. его, ссылочку скину на видео с Егоркой. Я, ребят, постараюсь сделать стрим, может, выйдем в прямой эфир. Парни приедут и все вместе соберемся и пообщаемся с вами. Кому будет интересно, перед Новым годом заходите на прямой эфир. Будем общаться вживую. А еще хочется сказать, что как бы к празднику-то, к новогоднему, планируем, что рыбалочки-то какие-то будут, наверное, но уже после Нового года. А тут у нас вот первый ролик вышел, когда в новогоднюю ночь. Нет, он вышел у меня, наверное, 9 или 10 января. Ну, так вышел-то, а снимали-то мы с 31 на 1 Да. за столом. Тоже Это, скину. это у нас посмотрите. как бы уже как бы юбилей будет. Да. 1 годик каналу. Вот. Так что я думаю, что мы выйдем все равно с вами и поздравим с Новым годом обязательно. И будет у нас год каналу. Да, обязательно мы это выйдем в эфир. Оба наблюдаем, машина встречная идет. Нет, у меня такое ощущение, что лодку везет. С лодкой-то куда он поехал. Прицепчик. Ну все, ребят, Да? всем пока. До новых встреч. С вами был канал На Вятской Земле. Подписывайтесь, ставьте лайки. До свидания, друзья.